Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Девочки и мальчики, всем привет! Меня зовут Полина. Сегодня будем ставить эксперименты. В общем, ни у кого я такого не видела, сама все выдумала. Как в том анекдоте, когда дети рассуждают, откуда они появились. Кого-то в магазине купили, кого-то из интернета скачали. А один ребенок говорит: а у нас семья бедная, папа сам делал. Так что вот, все делаю сама. У меня скопилось очень много кусочков драпа. Это были обрезки и остатки кроя. Выкинуть, сами понимаете, никак. А что-то из них сшить тоже никак не могла придумать. Ну, из всех кусочков для начала стала выкраивать полоски шириной 6 сантиметров. То есть шире-то у меня там и не получалось. Где была возможность, резала квадраты 12 на 12 сантиметров или 6 на 6 сантиметров. Так, и приготовила полоски, бейки из тонкой ткани. Так, у меня получились полоски шириной 5 сантиметров и шириной 3 сантиметра. Как раз та самая тонкая подкладочная ткань, которую очень-очень сложно использовать где-то еще. Так, и приступаем уже к работе. Так, ну и пошагово. Шаг первый. К полоскам драпа пришиваем эти самые бейки. С лицевой стороны шириной 5 сантиметров мы ее складываем вдоль, пополам. И с изнаночной стороны шириной 3 сантиметра. Прокладываем строчку и все это закрепляем. Нитки не обрываем. Сшиваем все вместе. На втором шаге к узкой отделочной бейке с другой стороны приставляем кусочки драпа и пришиваем их. Но третий шаг уже бейку с лицевой стороны отгибаем на сторону второго кусочка драпа и прокладываем строчку. И таким образом сшиваем все кусочки драпа между собой. А потом полученные полоски режем на заготовки. То есть это у нас будет сначала 6 на 12 сантиметров. А потом соединяем, и, в общем, у нас должны получиться квадраты размером 12 на 12 сантиметров. Получается у нас заготовки разного вида. Я их равномерно распределила на кучки. И начинаем сшивать между собой тоже на двойные бейки. На первом этапе к заготовкам я просто подшиваю бейки. Ну, в общем, девочки, когда меня одолевают сомнения, смогу я или нет, я вспоминаю анекдот, когда пациент спрашивает врача: доктор, скажите, а после операции аппендицита я смогу играть на рояле? Да, конечно, сможете. Спасибо, доктор. Никогда не умел, а теперь буду. На втором этапе к нижней бейке мы подшиваем наши заготовки в произвольном порядке. Главное следить, чтобы не повторялись цвета тканей, которые лежат рядом. Кстати, в этом году мне исполняется 25 лет профессиональной деятельности. Но кто же мог подумать, что стаж библиотечной работы, умение проводить массовые мероприятия, беседы, лекции, обзоры книг могут пригодиться при пошиве лоскутных изделий. Угу. Конечно, когда мы думаем о выборе профессии, иногда на наш выбор влияют такие факторы, о которых вот даже и не подумаешь. Было это в 1900... Ну, в общем, я тогда была первый раз замужем, и жили мы в деревне. Вот, а денег не платили, работы, вернее, была, но денег за нее не платили. Вот, я была в декретном отпуске, и мы развели поросят, вообще хозяйство, и я за всем этим ухаживала.
И маленькие поросятки, когда вот они совсем маленькие, им надо на 3-й день после рождения ставить обязательно уколы. Мы ставили им препараты железа и витамин. Тогда была гарантия, что они спокойно адаптируются и вырастут, и молодняк просто выживет и не будет погибать в первые месяцы. Вот, и я так с этими поросятами сроднилась, мне было так интересно бегать им эти уколы ставить, ухаживать за животными. Я уже думаю, господи, может, думаю, мне вслед за моим этим высшим библиотечным образованием получить еще и профессию ветеринарного врача, тем более там училище было под боком. Вот, и пока я с этой мыслью-то носилась, у нас корова, у нее подошло время родов. И вот, никак она не могла у нас разродиться, мы что только с ней не это. Вот, и в конце концов у меня муж съездил, привез ветеринара. Ветеринар зашел и мне говорит: принесите мне теплой воды и мыло. Я такая, ладно, все принесла. Он снял рубаху, намылил руку густо-густо, выше локтя, а потом этой намыленной рукой взял и залез этой корове, извините, в задний проход. Потрогал и говорит: нет, говорит, корова еще не скоро будет телиться, теленок далеко, так что до родов еще тоже далековато, не переживайте. И вот он вытаскивает эту руку, всю, сами понимаете, в чем, начинает обмывать ее, все, а я стою и думаю, что я хотела быть ветеринаром? Я ветеринаром? Да Господь с вами! Нет, 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 ни в коем случае. Так что вот, я вот думаю, вовремя я все-таки, наверное, это увидела и осознала. Потому что надо понять все прелести выбранной профессии, чтобы потом уже начать ценить то, что имеешь. И, кстати, ровно через 2 часа после того, как ветеринар осмотрел эту корову, она благополучно родила теленочка. И нам пришлось этого теленка принимать. Так, и 3-й этап. Полотно разворачиваем и двойную бейку с лицевой стороны пришиваем. И получается очень интересное двухстороннее полотно. А сейчас переходим к сшиванию полосок по горизонтали. По краю разрезов также нашиваем бейки с обеих сторон. А при дальнейшем соединении к нижней бейке надо подшить следующий фрагмент. Видите, нам мешает это соединение, и мы его разрежем. А потом ткань надо будет поправить и прокладываем строчку. При таком способе нам не надо мучиться со стыковкой швов. Они все на месте. И дальше уже прокладываем завершающую строчку и соединяем все детали окончательно. И остается нам только сделать окантовку. Девочки, видите, вот такой замечательный двухсторонний плед у меня получился. Я довольна, я очень даже не знаю, как вам сказать. Вот так, сейчас мы его покажем с обеих сторон. Значит, в чем прелесть этого пледа? Во-первых, девчонки, я избавилась просто от огромного количества лоскуточков, потому что эти драповые кусочки, они у меня болтались, валялись, и я просто не знала, куда мне их использовать. Во-вторых, ушли залежи тонкой ткани, вот этой самой подкладочной, которую я тоже не знала, куда применить.
потому что в лоскутном шитье, в традиционном, такие ткани просто невозможно никуда использовать. Так что есть еще порох в пороховницах, есть еще ягоды в ягодицах. Ну, девочки мои хорошие, пишите комментарии, ставьте классы, нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока-пока и до новых встреч. С вами была Полина.